Играть за Россию в такой игре все равно, что начинать шахматную партию, имея двух ферзей. Тот, кто управляет мировым островом, управляет миром. Даже как-то несправедливо. Нас, русских, нередко обвиняют в мании величия и том, что у нас извечная особая миссия. Насчет мании величия позволю себе не согласиться. Тут скорее попахивает комплексом неполноценности, которым мы, надо признать, эпизодически страдаем. А вот что касается особой миссии, то здесь нам с вами есть о чем поговорить. В предыдущем видео мы с вами разобрали, почему русские представляют собой носителей цивилизационной идентичности, то есть, проще говоря, являются отдельной цивилизацией. Ссылка на это видео сейчас появится у вас на экране. Там же я сделал важное замечание, что русская цивилизация является не простой, а какой-то особой. Все верно. И чтобы не быть голословным, хочу обосновать вышесказанное в данном видеоролике. Здесь мы обсудим нашу уникальную географию, культуру, историю, выясним, является ли русский язык наиболее сложным и совершенным, разберемся с самым главным, нашим культурным кодом, а в конце вас вообще ждет что-то новенькое, чего вы не найдете ни в одном словаре или энциклопедии. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. Думаю, вы узнаете много нового и интересного. Ах да, если вы еще не подписались, то можете сделать это прямо сейчас. А мы, пожалуй, начнем. На заре своей видеоблогерской деятельности, напомню, в то время я жил на юге Англии в городе Бристоль, мне в голову пришла идея снять небольшой сюжет на тему английских водопроводных кранов. Сюжет этот был в целом документальный, но при этом немного художественный и чуточку бредовый. В нем я предпринял попытку порассуждать о том, почему у англичан в быту используется такой странный двойной водопроводный кран. Причем рассуждения мои от исследования гигиенических традиций местного населения плавно перетекли чуть ли не в плоскость цивилизационных различий Востока и Запада. Так вот, в процессе работы над этим сюжетом я осознал одну простую вещь. Мы, люди, в большинстве своем даже не подозреваем, насколько простые обыденные вещи, с которыми мы сталкиваемся изо дня в день, влияют на формирование культурного кода больших человеческих сообществ. Что даже такая, казалось бы, мелочь, как доступность чистой проточной воды или древесины на определенной территории, может радикально влиять на то, как тот или иной народ, на ней проживающий, воспринимает окружающий мир и себя в нем. Скажу больше. Существенное повышение цен на тот же природный газ в странах Европы за последние годы заставило задуматься уже не только меня, но и миллионы людей о том, в каком мире мы живем и насколько сильно вся наша жизнь зависит от этих простых вещей, которые мы берем из окружающей среды. Что ж, начать наш разговор о русской цивилизации с темы географии ход довольно очевидный. Но обсуждать свойства какого-то предмета или явления обычно имеет смысл лишь после того, как мы дадим ему четкое определение, не так ли? Давайте для начала разберемся, что такое русская цивилизация. Как это сделать? Это хороший вопрос. Суть в том, что если вы доверитесь в этом деле поисковым системам, то даже Яндекс в первых строках выдачи вам обязательно предложит пройти на Википедию. А Википедия – это специфический источник информации. Она сгодится, чтобы выяснить высоту Эйфелевой башни, но для получения сколько-нибудь серьезных знаний она не подходит. В частности, русскую цивилизацию она определяет как концепцию. Чтобы не нагружать вас философскими терминами, растолкую это просто. Она определяет нашу цивилизацию как мысленный конструкт, нечто виртуальное, то есть несуществующее в реальности. Полагаю, на этом мы можем забыть о данном источнике информации и поискать что-то более серьезное. Только вот что? Ведь в классических энциклопедических изданиях отдельной статьи под названием «Русская цивилизация» вы не найдете. А если решите расширить круг поиска, то выяснится, что трактовка этого термина может очень сильно разниться в зависимости от идеологической позиции авторов тех или иных трудов. Кто-то из них ставит во главу угла дух православного соборного начала, кто-то идею культурного моста между Востоком и Западом, кто-то социалистический революционный авангард, борьбу за справедливость, а кто-то современную национальную идею противостояния глобализации. И все бы ничего, но эти интерпретации не просто разные, но иногда даже противоречат друг другу. Поэтому, собственно, на сегодняшний день не существует единого научного определения термина «русская цивилизация». Удивлены?
Да, в этой истории на первый взгляд все сложно и запутано, но не для меня. И хотя я не претендую ни на научность своих суждений, ни даже на истинность, можете воспринимать их как мое субъективное мнение. Все же по данному вопросу у меня имеется достаточно четкая позиция, и я попытаюсь ее до вас донести хотя бы в общих чертах. Почему в общих чертах? Потому что формат видеоролика на YouTube не предусматривает возможности раскрыть столь сложную идею во всех деталях. Для этого существуют книги. Здесь же придется прибегать к упрощениям, а некоторые важные моменты я попытаюсь раскрыть уже в последующих видеороликах. Тем не менее, будьте уверены, тема будет обязательно раскрыта. И свое определение термина «русская цивилизация» вы от меня услышите. Но, с вашего позволения, я приберегу это на самый конец. Друзья, огромное спасибо за вашу поддержку. Особая благодарность тем, кто жертвует на мой фильм о России и оформляет спонсорство на YouTube. Вместо стандартных бонусов в виде значков и эмодзи я подготовил для тех, кто интересуется психологией, нечто по-настоящему ценное. Я создал уникальную модель типизации личности и разработал на ее основе приложение для мобильных устройств и браузеров. Это не просто психологический тест, это ваш персональный помощник с искусственным интеллектом, способный определить ваш психотип, анализировать вашу психологическую совместимость с друзьями, разрабатывать стратегию успешного взаимодействия с коллегами, близкими или даже потенциальным партнером, давать ежедневные советы и рекомендации и многое другое. На данный момент приложение находится в стадии закрытого тестирования. Но мои спонсоры уже сейчас могут воспользоваться им в тестовом режиме. Детали доступны в закрытой записи для спонсоров канала. Спасибо, что вы со мной. Итак, раз уж мы с вами начали с географии, то с нее и продолжим. Но поверьте, у меня нет желания в очередной раз рассказывать то, что и так все знают. Как огромна и многообразна Россия и как много в ней лесов, полей и рек. Но некоторые моменты все-таки выделить необходимо. Момент первый. Географически русская цивилизация базируется в Евразии, то есть на главном материке нашей планеты. Почему он главный? Во-первых, он самый большой, занимает около 36% всей суши. Второй по величине – Африка, только 20%. Во-вторых, на Евразию приходится около 70% населения Земли. Я могу продолжить приводить аргументы из области экономики, культуры, истории и политики, но думаю, в данном случае это уже лишнее. Момент второй. Россия расположена на двух континентах – Европе и Азии, причем занимает значительную площадь на обоих из них, выполняя роль своеобразного цивилизационного моста между Востоком и Западом. Эта концепция «Восток-Запад», корнями уходящая еще в античность, чрезвычайно актуальна как для исторической, так и для сегодняшней России в рамках глобальной геополитической игры. Момент третий. Географически русская цивилизация является цивилизацией Севера, со всеми вытекающими из этого следствиями. Это в первую очередь суровые природные условия, для которых характерны экстремальные температурные контрасты. В отличие от Западной Европы, которая ощущает согревающее дыхание Гольфстрима, Россия, расположенная на тех же широтах, лишена этого теплого влияния. Результат налицо. Мягкий климат в Лондоне и суровая зима в Москве, хотя города находятся примерно на одной параллели. Момент четвертый. Россия – это не просто страна, богатая полезными ископаемыми, а настоящая сокровищница планеты, где природа сосредоточила свои богатства в такой концентрации, что остается только удивляться этому аттракциону невиданной щедрости. Например, Россия – мировой лидер по запасам пресной воды. Одно только озеро Байкал, древнейший и глубочайший подобный водоем на планете, хранит 20% всей мировой пресной воды. Также Россия является домом для четверти всех лесов Земли. Тайга, крупнейший лесной массив на планете, защищает экологическое равновесие, поглощая миллиарды тонн углекислого газа. Страна занимает ведущие позиции в мире по запасам нефти и газа, угля, железной руды, алмазов, золота и многих других полезных ископаемых. Энергия России питает промышленность и дома миллиарда человек. Черноземы Южной России – одни из самых плодородных в мире, что делает нашу страну одним из крупнейших экспортеров зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Россия не только обогревает своими энергоресурсами, но и кормит миллионы людей за ее пределами. Кратко резюмируя вышеперечисленное.
Русская цивилизация занимает ключевую территорию в северной части Евразийского материка, охватывая важнейшие регионы, богатые природными ресурсами, где преимущественно суровый климат сочетается с уникальным стратегическим расположением между Европой и Азией. Что тут сказать? Как будто бы и так все сказано и проговорено уже множество раз, и все мы это слышали и знаем. Но я скажу больше. На этот раз уж совсем примитивным языком, чтобы дошло даже до особо непонятливых товарищей. Представьте себе компьютерную игру, глобальную стратегию, где стартовые локации – это страны. России досталось бы расположение на ключевом материке планеты, где все бонусы уже активированы. Нефтяные вышки растут как грибы после дождя, территория для экспансии бесконечна, а арктический шельф просто ломится от ресурсов. Играть за Россию в такой игре – все равно, что начинать шахматную партию, имея двух ферзей. Даже как-то несправедливо. Кстати, именно так думают геополитические оппоненты нашей страны. Думают и грустят. Если мои рассуждения об уникальном географическом положении России показались вам не совсем убедительными, то хочу вам сказать, что я в своих воззрениях совсем не одинок. Даже те самые геополитические оппоненты признают стратегическую уникальность Евразийского материка, в свете чего в западной политологической традиции даже появился специальный термин «Хартленд». Возможно, вы о нем слышали, но если нет, то позвольте познакомить вас с этой любопытной концепцией. Термин «Heartland» от английского «heartland» – «сердце земли» действительно родом из западной политологии, а точнее из Британии начала 20 века. Его придумал британский географ Хелфорд Маккиндер, стремясь объяснить, почему центральные земли Евразии, от Восточной Европы до Сибири, являются ключевым регионом, который определяет судьбу мирового господства. Маккиндер взглянул на карту мира и заметил, что эти территории обладают не только колоссальными ресурсами, но и удивительной защищенностью от морских держав, таких как Великобритания, благодаря своим обширным равнинам и удаленности от морей. Он выразил свою мысль в знаменитой формуле: тот, кто управляет Восточной Европой, управляет Хартлендом. Тот, кто управляет Хартлендом, управляет мировым островом, Евразией и Африкой. Тот, кто управляет мировым островом, управляет миром. Хотя концепция Хартленда изначально была частью британского взгляда на мир, на сегодняшний день это понятие превратилось в глобальную категорию, которую используют все игроки на шахматной доске мировой политики. Опять же, несколько упрощая для полного понимания картины. Хартленд – это, по сути, территория бывшего СССР, а современная Россия – это его ядро. То есть историческая Россия, частью которой является современная Российская Федерация, это ключевой, то есть самый значимый регион на политической карте мира, образно выражаясь, сердце нашей планеты. И это не какая-то созданная шизофреником маргинальная теория, а одна из ключевых концепций геополитики, которая легла в основу понимания глобальных стратегий и международных отношений на протяжении всего 20 века и сохраняет свою актуальность до сих пор. Теория Хартленда вдохновила множество стратегов и лидеров, от западных аналитиков времен Холодной войны до современных держав, выстраивающих свою внешнюю политику с учетом влияния на Евразию, крупнейший континент и арену борьбы за мировое господство. Ну хорошо, с географией мы как будто разобрались. У русской цивилизации, как мы видим, были великолепные, поистине уникальные стартовые условия. Но давайте разберем и остальные факторы, сформировавшие русский культурный код. Насколько они уникальны? Русский язык – один из самых богатых и сложных в мире. Он занимает ключевое место среди славянских языков, являясь языком огромного культурного наследия. И на нем сегодня говорит около 260 миллионов человек. Наверное, ни для кого не секрет, что его изучение вызывает много трудностей у иностранцев. Да и у самих русских, чего уж там. И правда, в сравнении с тем же английским, его грамматика выглядит просто чудовищно запутанной. Во многом это связано с тем, что русский язык имеет сложную флективную систему. То есть слова изменяются по падежам, числам, родам и временам. Например, слово «стол» в предложении может выглядеть как «стола», «столу», «столом» в зависимости от контекста. В свою очередь, английский язык практически лишен флексий. Например, слово «table» остается неизменным, независимо от роли в предложении. Однако в английском языке есть свои нюансы. Например, более сложная система времен, которая насчитывает, на минуточку, 12 форм. Да бог с ним, с английским. Есть в мире языки, по сравнению с которыми русский уже не кажется таким сложным.
Не хочу сейчас вдаваться в лингвистические дебри, но, объективно говоря, мы не можем утверждать, что русский язык самый сложный или выдающийся в мире. Да, он богат и красив, но он не уникален в своей сложности. Арабский с его тонкостями в каллиграфии и морфологии, венгерский с десятками падежей или тональный китайский, где высота звука меняет смысл слова, вполне могут затмить русский своими лингвистическими особенностями. Впрочем, это не умаляет величия русского языка, а наоборот показывает, что он один из множества сложных, красивых и живых языков мира. Религия и духовная практика. Религия сыграла значимую роль в формировании русской цивилизации, и это утверждение не вызывает никаких сомнений. Более того, многие исследователи, изучающие особенности русской идентичности, выделяют православие как ее ключевой стержень, который во многом определил духовные и культурные основы российского общества. Однако подобная роль религии характерна не только для России. Христианство оказало значительное влияние на Европу и Средиземноморье. Ислам объединил огромные территории от Ближнего Востока до Индонезии, а конфуцианство и буддизм сформировали основы азиатских цивилизаций. Традиции духовных исканий, поиска смысла жизни и нравственных основ – это универсальная часть истории человечества. Насколько актуальны идеи православия в современной России – разговор отдельный. Однако сам по себе религиозный фактор хоть и самобытен для русской цивилизации, но принципиально ничем не выделяет ее на фоне остальных. В этом плане наш опыт пересекается с опытом других народов и цивилизаций, и рассматривать его как фактор уникальности русской цивилизации мы не можем. Что ж, ни язык, ни религиозная традиция, как мы выяснили, не выделяют русских среди остальных народов. Может, стоит разобраться с достижениями в области культуры и искусства? И тут мы сталкиваемся с той же проблемой сравнения. Конечно, русская культура подарила миру величайших композиторов, писателей и художников, от Чайковского и Пушкина до Репина. Но разве можно сказать, что они выше по значимости, чем Бах, Данте или Мане? Искусство не спорт, и у него нет объективных критериев для оценки того, чья музыка красивее, чьи картины значимее или чья литература глубже. Русская культура – это одна из ярких граней мирового культурного многообразия, но не более значимая, чем культуры других народов. Примерно с тем же успехом мы можем анализировать и социальные институты русской цивилизации, и отношение к семье, и образ жизни, и повседневные привычки, и многое другое. И везде плюс-минус придем все к тому же выводу, что никакого принципиального отличия русской цивилизации, которое бы выделяло ее среди всех остальных, в этих аспектах мы выделить не можем. Его просто нет. Да, можно сказать, что в России, например, более сильны патриархальные традиции, чем на Западе. Но есть немало стран, где эти традиции выражены в гораздо большей степени. Что касается общественного устройства, то не говорите мне, что Россия в этом аспекте принципиально отличается от Китая или США. Если приводить современный пример государства с действительно уникальным общественным строем, то это скорее будет Северная Корея, но никак не Российская Федерация, где общество живет в парадигме западной капиталистической экономической модели. Впрочем, как и почти весь остальной мир. Да, похоже, наши рассуждения свернули куда-то не туда. Но ничего, ведь даже отрицательный результат – это все-таки результат. И он помогает отделить важное от второстепенного, а еще наводит на определенные размышления. Если вы на этом канале не являетесь проходимцем, то есть не просто проходили мимо, а подписаны, то есть вероятность, что вы уже смотрели мои предыдущие ролики, где я неоднократно выражал свое мнение относительно того, что лежит в основе русского культурного кода. Так вот, напомню, что на самом глубинном онтологическом уровне культурный код русской цивилизации базируется на двух ключевых взаимосвязанных понятиях – правда и справедливость. Если рассматривать термин «правда» с точки зрения философии и логики, то он тесно связан с истиной, соответствием между реальным положением дел и его описанием. В электронных вычислительных системах тоже существует свое понятие бинарной истины, где отдельный бит может принимать значение истина или ложь. На этом фундаменте в упрощенной интерпретации строится не только наше понимание реальности, но и возможность быть ее творцами.
Однако русская концепция правды выходит за рамки логической истины. Правда в русском культурном коде представляет собой не просто соответствие высказывания действительности, но и нечто большее. Это своего рода метафизический идеал, объединяющий в себе как познавательный, так и нравственный аспекты бытия. В отличие от западноевропейского дуализма, где, например, в английском языке правда – это truth, а справедливость – это justice, русская правда изначально содержит в себе и истину, и праведность, и высший закон. Даже само слово «справедливость» имеет корень «прав». Древний индоевропейский корень связан с понятиями прямоты, правильности, закона. Он ровно такой же, как и в слове «правда». То есть справедливость – это та же правда, но облеченная в социальный смысл, направленная на гармонию в отношениях между людьми и восстановление нарушенного баланса. Русская культура издавна трактует справедливость как чуть ли не высший закон бытия, который важнее формальной истины. Это фундаментальное убеждение нашло свое яркое выражение в творчестве великих русских мыслителей, и, пожалуй, наиболее отчетливо оно прозвучало у Федора Михайловича Достоевского. В письме к Наталье Фанвизиной, 1854 год, он писал: «Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». И правда, российское общество нередко стремится не к четкому соблюдению законов, а к поиску того, что правильно с точки зрения морали. И это порождает парадокс. Не все законное кажется справедливым, и не все справедливое всегда законно. Отчего так происходит, понятно. Наш мир не является нравственным совершенством. Да и Достоевский противопоставлял истину Христу лишь при соблюдении гипотетического условия, что Христос вне истины, как бы намекая нам на несовершенство этого грешного мира. Однако я убежден, что нам не следует ни разделять, ни тем более противопоставлять понятия «правда» и «справедливость», хотя бы в применении к базису культурного кода русской цивилизации. В русской культурной матрице эти понятия образуют единую систему морально-этических координат, где правда выступает как абсолютный ориентир, а справедливость – как механизм его практической реализации в конкретных исторических условиях. Эта фундаментальная особенность русского культурного кода не случайна. Она имеет прямую связь с тем, с чего мы начали наш сегодняшний разговор. С землей, водой, с лесами, реками, с той природной средой, что создала изначальные условия для формирования русской цивилизации. И ключевым здесь является фактор принадлежности русских к культуре Севера, подразумевающий особый тип мировосприятия, где определенные моральные качества являются не просто украшением человеческой души, а условием элементарного выживания. Среди народов русского севера существует представление о том, что ложь – это не просто моральный проступок, но концепция, чуждая их образу жизни и культуре. Эта особенность коренится в их мировоззрении, сформированном под влиянием суровой природы, где выживание часто зависит от абсолютного доверия между людьми. В условиях севера ложь иногда стоит жизни. Неверная информация о погоде, местности или охоте может означать смертельную опасность для членов твоей общины. Антрополог Владимир Багарас, проживший среди чукчей несколько лет в конце XIX века, в своих этнографических трудах отмечал, что у чукчей ложь считалась не просто этическим проступком, а чем-то противоестественным. В своей работе «Чукчи» он писал о том, что в чукотском языке даже не было специального слова для обозначения лжи в ее современном понимании. Владимир Арсеньев, исследовавший жизнь народов Дальнего Востока в начале XX века, в книге «Дерсу Узала» описывает своего проводника Гольда, Нанайца Дерсу, как человека абсолютной правдивости. Он пишет: «Дерсу не умел лгать, он высказывал то, что думал, и это составляло главную прелесть его характера. Интересные наблюдения о жителях Севера оставил и Миклуха Маклай. Их поражала сама возможность говорить неправду. Для них это было сродни нарушению законов природы». Русская цивилизация, сформировавшаяся в суровых природных условиях, демонстрирует характерное именно для северных культур понимание правды как абсолютной ценности. Более того, жесткие климатические условия, присущие территориям Северной Евразии,
создали для их обитателей объективную необходимость в коллективных формах труда и взаимопомощи. Выживание в условиях долгой зимы и рискованного земледелия невозможно без тесной кооперации и взаимной поддержки. Это естественным образом привело к формированию особого понимания справедливости, где индивидуальное благо неразрывно связано с благом общим. Именно эти географические факторы во многом определили специфику русского понимания справедливости как механизма распределения не только материальных благ, но и общественных обязанностей. Эта глубинная культурная матрица проявила себя в разные исторические периоды, найдя, пожалуй, наиболее полное воплощение в идее создания СССР – государства, попытавшегося реализовать принципы социальной справедливости в масштабах огромной территории. Советский проект при всей его противоречивости был во многом естественным развитием многовековых представлений русской цивилизации о справедливом общественном устройстве, где общее благо не противопоставляется личному, а включает его в себя как необходимую составляющую. Именно советский проект, как феномен, сложившийся в рамках русского цивилизационного пространства, позволяет нам говорить о русской цивилизации как об особом явлении в истории человечества. В этом контексте СССР представлял собой не просто альтернативную модель общественного устройства, но качественно новый этап развития цивилизации, где понятие цивилизованности получило принципиально иное наполнение. И если традиционное западное понимание дихотомии цивилизация-варварство строилось преимущественно на технологическом и экономическом превосходстве, по формуле «кто приплыл на кораблях с пушками, тот и цивилизация», то советский проект предложил радикально иной критерий цивилизованности – социальную справедливость и освобождение человека от эксплуатации. В этой парадигме варварством представлялась как раз капиталистическая система с ее неизбежным антагонизмом классов и отчуждением человека от результатов своего труда. СССР позиционировал себя как авангард человечества, преодолевающий фундаментальные противоречия капитализма. Советская цивилизационная модель предлагала не просто альтернативу, но следующую ступень социальной эволюции, где плановая экономика должна была заменить стихийность рынка, а коллективное благо – индивидуалистическую конкуренцию. Собственно, на момент своего существования СССР и был, если так можно выразиться, единственной подлинной цивилизацией, то есть той самой высшей точкой общественного прогресса, до которой смогло дотянуться человечество за всю свою историю. И хотя конкретно этот проект в его исторической форме прекратил свое существование, поставленные им вопросы о путях развития человечества не только не утратили своей актуальности, но и приобретают новое звучание в контексте нарастающих глобальных проблем, порожденных логикой системного кризиса капитализма. Скажу больше, прогресс в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и цифровой экономики прямо на наших глазах создает технологическую базу для реализации того, что в советское время оставалось лишь теоретической возможностью – создания по-настоящему эффективной системы планирования и распределения ресурсов. Современные информационные системы способны обрабатывать колоссальные массивы данных в режиме реального времени, что делает возможным преодоление главного практического препятствия, с которым столкнулась плановая экономика СССР – сложности координации и оперативного управления экономическими процессами в масштабах огромной страны. Если же отвлечься от всех этих новомодных тем вроде искусственного интеллекта и иже с ним, и посмотреть на самих себя, на нас, людей, то лично мне хочется верить в то, что мы, как общество, хоть и медленно, но все же эволюционируем в сторону духовного прогресса. Тут, конечно, многие со мной не согласятся, скажут, что мы, наоборот, деградируем, либо топчемся на месте, и в нравственном аспекте недалеко ушли от тех же древних греков или людей эпохи Возрождения, но я все же останусь при своем мнении. Мне кажется, что обстоятельства последних десятилетий складываются таким образом, что у человечества не остается другого выбора, как признать и осознать пределы текущей модели своего развития. Завтра или в обозримом будущем, неважно. Сам дух нашего времени создает социальный запрос на альтернативные модели общественного устройства. И именно поэтому идеи социальной справедливости, коллективной ответственности за будущее планеты, приоритета духовного развития
власти над материальным потреблением, все то, что было заложено в фундамент советского проекта, становятся все более созвучными потребностям современного мира. В этом контексте русская цивилизация, унаследовавшая уникальный опыт строительства альтернативного общества, оказывается в особом положении. Для того, чтобы вновь занять место в авангарде человеческого прогресса, ей предстоит не просто вспомнить этот опыт, а переосмыслить его с учетом новых технологических возможностей и вызовов современности. Речь идет о необходимости формулирования нового цивилизационного проекта, который, вобрав в себя лучшее из советского наследия, предложил бы миру образ будущего, отвечающий на фундаментальные вопросы человеческого существования. Такой проект должен предложить решение тех проблем, перед которыми капиталистическая система оказывается бессильной. Растущее неравенство, экологический кризис и, самое главное, утрата людьми нравственных ориентиров и смысла жизни. И именно русская цивилизация с ее историческим опытом построения справедливого общества и культурной традицией, ставящей духовные ценности выше материальных, имеет уникальный потенциал для разработки и реализации такой альтернативы. Вот, собственно, вам и ответ на главный вопрос: в чем уникальность русской цивилизации? А теперь, как и обещал, уже с учетом всего того, что мы с вами только что обсудили, сформулирую само понятие «русская цивилизация» в том виде, в каком его понимаю лично я. Но перед этим хотел бы сделать важное уточнение. Я сейчас о взаимоотношениях двух терминов – русская цивилизация и русский мир. Дело в том, что на сегодняшний день не существует единого общепринятого определения ни одного из этих терминов. И хотя они тесно связаны и часто используются как синонимы, между ними отдельными авторами могут усматриваться некоторые различия. Так вот, хочу вам сообщить, что я не вхожу в число таких авторов и ставлю между этими понятиями знак равенства. Итак, русская цивилизация, русский мир. Это сформировавшаяся на ключевых территориях севера Евразии уникальная культурно-историческая общность, чей культурный код, основанный на неразрывной связи понятий «правда» и «справедливость», определил ее историческую миссию движения человечества к справедливому миропорядку. Вот мы тут все про уникальность русской цивилизации, а вы знаете, что вы сами, да-да, вот именно вы, уникальная личность. Ведь вы досмотрели это видео до конца, а это, поверьте, не каждый осилит. Хорошего вам дня или доброй ночи.